Салют, people! Сегодня у нас очередное новостное рагу, уж как есть. Посмотрим на снижение цен на процессор AMD, да, хоть где-то. Глянем, что там вытворяют хакеры с данными Nvidia. Мельком оценим характеристики видеокарт RTX 4000 серии, потому что там очень много данных слили. Еще с их громадным L2 кэшем. И, кстати, у Intel тоже тут есть рост. И, увы, посмотрим, как Valve запретила оплату рублями, а компания EA убирает из игр футбола и хоккея команды России. Да, печаль, беда и боль по ценам нынче на железный сегмент. Однако, анализируя рынок, остается ясно, что не везде. Ну, не купим сейчас-то хоть слюни попускаем. Ну, или наши товарищи, которые в Европе, в Штатах и так далее. Хотя бы они смогут что-то доприкупить, если есть нужда. Итак, процессорам AMD Ryzen 5000 серии, они же VRMIR, исполнилось по факту уже 2 года, но чипы Zen 3 по-прежнему входят в число лучших процессоров на рынке. И уже сейчас розничные продавцы в США, включая тот же Amazon, Best Buy, Microcenter и Newegg, продают линейку Ryzen 5000 серии по сниженным ценам. Ну, вероятнее всего, снижение произошло как раз таки в ответ на недавно выпущенный набор продуктов Intel Alder Lake 12 поколения, который, кстати, помог восстановить Intel долю рынка на рынках той же Японии и Германии. И в то время как Ryzen 5000 серии по-прежнему доминирует в списке самых продаваемых процессоров как на Amazon, Newegg, то Alder Lake подбирается к части Zen 3. Ну вот, например, Core i7 12700KF является 7-м самым продаваемым чипом на Amazon, тогда как Core i7 12700K находится на 3-м месте в чартах Newegg. Это уже о многом говорит. И более того, AMD подтвердила, что Ryzen 7000 серии, Рафаэльчики, которые мы с вами ждем, ну или ждали, который, кстати, является преемником, скажем так, Ryzen 5000 серии, появятся на рынке во второй половине года, поэтому вероятно, что розничные продавцы начали избавляться от деталей Ryzen 5000. Спонсором и поддержкой канала HumanVast сегодня является мощная и удобная GramGG, это майнинг пул и криптокошелек. Тут вы можете пополнять, хранить и отправлять криптовалюту с вашего кошелька Gram, который поддерживает и BTC, и Ethereum, LTC, BCH, ATC и другие валюты с токенами. Более того, здесь вам помогут запустить майнинг на выгодном пуле при помощи GPU, то есть видеокарты или ASIC. С серверами проблем нет, плюс присутствует полный мониторинг оборудования, которое предоставляется. Причем тут нет еще и комиссии на пул, собственно, как и на выплаты. А отправка финансов происходит каждые 4 часа, причем с бонусами. Сама же платежная система позволяет принимать переводы как в криптовалюте, так и в фиатных методах через мощную систему обменов и быстрым подбором выгодного курса. И плюс вы можете спокойно отслеживать более чем 100 самых популярных криптовалютных рынков. Графики цен, естественно, рыночную капитализацию, их рейтинги, новости и многое-многое другое. Также у ребят есть Telegram, поэтому присоединяйтесь, следите за новостями, а более подробно обо всем проекте вы можете пройти и посмотреть по ссылочкам, которые находятся именно в описании под данным видео. Дерзайте! Кстати, для справки, Ryzen 7000 серии работает на совершенно новой платформе AM5 с поддержкой PCI-Express 5.0 и, естественно, с поддержкой новой AZU DDR5. А переход на сокет AM5 означает, что потребителям придется инвестировать в новую материнскую плату. Да, собственно, и в азушку тоже. Тем более, что Intel подтвердила, ну, тут даже попроще, Alder Lake поддерживает модули памяти как DDR4, так и DDR5. Но имейте в виду, что тогда разные материнские платы нужны. А вот AMD не дала четкого ответа, ну, будет ли тот же Ryzen 7000 серии поддерживать гибридную память. Мне почему-то кажется, что нет. Ну и я напомню, что флагман Ryzen 9 5950X дебютировал в цену $800, но теперь он доступен на Amazon за 600. Это экономия на 25% бюджета, между прочим. А если глянуть на цпшку немножко, скажем так, попроще, то тот же Ryzen 9 5900X продается по цене в $450, а это на 121 меньше, нежели цены на Амазоне. Далее, конечно, можно смотреть и на Ryzen 7 5800X, и на Ryzen 5 5600X, и другие. Ну, освещать я их не буду, потому что, в принципе, тенденция и суть, она одинаковая, и я думаю, вы уловили. И, кстати, все это применимо не просто для обычных камней, но и с интегрированной графикой. Тот же APU Ryzen 7 5700G и Ryzen 5 5600G, тоже ценники на них стали слаще. Ну, например, ряженка 7 5700G, которая продается в цену в $360, сейчас стоит $295. А это на 18% дешевле. Так что те, кто за бугром и в частности в США, ну, ребят, вам железом нынче повезло. Особенно с ценой на него.
Ну, хакеры все еще угрожают Nvidia выкупом в $1 миллион, чтобы вот позволить технологическому гиганту обойти ограничитель Light Hash Rate для эфириума. И, естественно, вследствие чего полностью открыть исходный код всех драйверов графического процессора компании. Короче, говоря простым языком, Lapsus, это вот те вот вымогатели, о которых мы говорили в прошлом ролике, требуют 1 лям для разблокировки LHR. Ну, чтобы Nvidia это сделала. Либо она сольет тонну данных от самой же Nvidia. Апеллируя это тем, что если не Хуанг, ну тогда, извините, мы сами это все провернем. Хотя логика тут не совсем понятна, потому что существует и так уже множество инструментов, которые помогают увеличить скорость хэширования, ну, конечно, не на 100%, но во всяком случае очень и очень сильно, даже на картах Ampere с LHR. Да и опять же, ну, выкуп в $1 миллион у такой крупной компании, мне кажется, это как-то, ну, несерьезно. В любом случае, как бы там ни было, Nvidia должна ответить до этой пятницы, иначе Lapsus, цитирую, выпустит полные файлы кремния, графики и компьютерных наборов микросхем для всех последних графических процессоров Nvidia, включая, да, RTX 3090 Ti и последующие версии. Ну, правда, 3090 Ti мы пока что увидели аж нигде. В общем, пусть разбираются, и раз уж мы говорим с вами за контору Хуанга, то давайте скажем пару слов о грядущих RTX 4000 серии, ибо всплыла дополнительная информация, и, кстати, может быть даже от хакеров. Как бы там ни было, по словам информатора под ником David Eneco 25320, который, по-видимому, видел полные спецификации графических процессоров Nvidia следующего поколения из указанных файлов, компания собирается выпустить целых 5 процессоров для настольного ПК. Это AD102, 103, 104 и 107. И это же подтверждает источник сайта Videocards. И мы видим в таблице спецификаций, которую опубликовал Дэвид, действительно представлены семейства графических процессоров Turing, Ampere и Ada. В итоге серия GeForce RTX 40 будет включать до 144 потоковых мультипроцессоров, а это соответствует спецификациям графического процессора AD102. И если Nvidia сохранит те же количество ядер CUDA и SM, но это будет означать максимально где-то 18432 ядра. Кстати, также компания планирует и GPU AD103, у которой будет 84 SM, то есть 10752 ядра, AD104, у которой будет 60 SM, 7680 ядер. Да, я знаю, сейчас числа немножко подзапариваюсь, но тем не менее, просто чтобы вы знали, потом, может быть, отложится в голове. Также AD106 и 107, то есть среднего и младшего уровня, они должны иметь 36 SM. Ну, это конкретно именно касается AD106. В него будет 4608 ядер и 24 SM, то есть 3072 ядра, уже у AD107. Фух, выдохнули. Двигаемся дальше. Отдельно я бы тут выделил информацию про кэш второго уровня у новых карт Nvidia. Графические процессоры RTX 40 серии, они будут оснащены до 96, просто вдумайтесь, 96 мегабайт кэш памяти L2. Это на 90 мегабайт больше, чем у графических процессоров предыдущего поколения Ampere. Но во всяком случае, это последняя информация, которая была обнаружена в файлах, просочившихся на прошлой неделе. И опираясь на эту информацию, получается, что флагманский графический процессор Ada под кодовым названием AD102 будет обладать кэш-памятью второго уровня 96 метров. А если говорить за AD103, который попроще, да собственно и AD104, то они получат по 64 метра каждый. А вот AD106 и 107 они будут оснащены как 48 метров, так и 32 соответственно. Причем все это подтверждается еще и информатором Copilot 7 Kimi, а мы привыкли к тому, что у него 98% это опробированный источник инфы. Более того, он еще и показал блок-схему графического процессора, которая и в итоге и была подтверждена от Nvidia. Ну, в частности, касается графического процессора AD102, кстати, размер которого будет примерно 600 мм квадратных, а это примерно как у GA102. И вот сразу давайте по горячим следам в эту тему подтянулись и ребята из Intel. Тут инфы, конечно, немного, но тем не менее, по словам того же источника Kepler L2, графические процессоры Arc Battlemage третьего поколения, то есть не алхимики, которые мы ждем скоро, а вот именно Battlemage, также будут интегрировать большой кэш L2 до 112 мегабайт, то есть по факту это даже больше, чем у Nvidia, плюс нормализация использования массивных банков SRAM в графических процессорах, но не ясно, будет ли Battlemage также иметь дизайн чиплета. Но это будет абсолютно необходимо, если Intel хочет конкурировать в сегментах высококлассных игр для ПК и энтузиастов. А тем временем у пользователей Steam в России забрали возможность оплачивать покупки с помощью традиционных методов оплаты, включая карты Visa, MasterCard и Mir. И если находятся желающие, которые хотят обзавестись новой покупкой, то нужно будет оплачивать либо с помощью PayPal, либо внутреннего кошелька цифрового магазина. Сама же информация о невозможности совершить оплату в Steam с помощью банковских карт появилась в начале именно сегодняшнего дня, то есть транзакции заканчивались с ошибкой, а сама Valve пока не опубликовала официальных заявлений по этому поводу
вообще никаких. И похоже, что да, Гейб пошел по пути GOG, о котором мы с вами говорили вот буквально вчера. Ну, с GOG там хотя бы понятно, они объяснили, что данное решение вызвано нестабильностью поведением валюты, из-за чего платежные провайдеры сервиса перестали обрабатывать сами платежи. А вот в EA дошло, я не знаю, уже, наверное, до крайности. По словам проекта Game Informer, происходит следующее, цитирую: «Крупные игроки в мире видеоигр реагируют на вторжение России в Украину и удаляют спортивные команды стран-агрессоров из своих игр. Этот шаг является актом солидарности с другими организациями, которые стремятся осудить недавние военные действия. В частности, в паре твитов EA объявила, что удалит российские и белорусские команды из самых последних версий своих популярных спортивных франшиз. Это касается FIFA и NHL 22. И вот, следуя примерам реальных спортивных организаций FIFA, UEFA и других, которые отстранили российские и белорусские национальные сборные и клубы, EA также удалит эти команды из своих игр в ближайшие дни и недели». И вот цитата из Твиттера. В соответствии с нашими партнерами FIFA и UEFA, EA Sports инициировал процесс по удалению национальной сборной России и всех российских клубов из продуктов EA Sports FIFA, включая FIFA 22, FIFA Mobile и FIFA Online. Мы также активно оцениваем соответствующие изменения в других областях наших игр. И, ребят, то же самое касается и хоккейной франшизы NHL 22, которая уберет команды, представляющих как Россию, так и Беларусь. В той же учетной записи FIFA есть определенное заявление, цитирую: «EA Sports солидарно с украинским народом и, как и многие другие голоса в футбольном мире, призывает к миру и прекращению вторжения в Украину». Удаление же самих команд еще не произошло, но должно начаться в ближайшие недели. EA заявила, что будет предоставлять дополнительную об этом информацию по вопросам, в общем, в протяжении определенного времени. А там уж поглядим. Ну, ребятки, на сегодня у меня для вас все. А с вами, как всегда, был Human, и, как всегда, кайфовой вам игры.